Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня, друзья, как обещала вам ранее, мы поговорим о самых топовых трендах весна-лето 2022. С первой минуты хочу заметить, что рождаются они не на подиуме и даже не на раскроенном столе самых искусных и титулованных кутюрье, а гораздо ранее, просто на улицах. Совсем не обязательно Парижа, Милана, Лондона или Нью-Йорка, но и на наших с вами. Все, что мы покупаем онлайн или офлайн, вся информация тщательно собирается, анализируется и потом продается домам моды. В результате каждый более или менее уважающий себя бренд четко представляет, что хочет именно его потребитель. А значит, в новых коллекциях мы видим результат наших сознательных или, возможно, скорее подсознательных желаний. Да, мода приходит с улицы. Просмотрев немалое количество показов весенне-летних коллекций, я теперь могу точно сказать, наша женщина сегодня очень хочет отбросить в сторону все плохое и, надев все самое лучшее, работать, познавать новое, влюбляться, воспитывать детей, заниматься повседневными делами. Одним словом, в этом ярком, коротком, прозрачном, смелом, дерзком и вызывающем просто жить. А вот насколько у дизайнеров получилось уловить наше настроение, мы с вами прямо сейчас и узнаем. Итак, первый топовый тренд – нулевые. После засилья минимализма и спорта все явно соскучились по главным приметам безумной эпохи 2000-х. От сверкающих стразов и блесток до мини-платьев для вечеринок, животных принтов и высоких каблуков. Так что, друзья, теперь джинсы с низкой посадкой, ультракороткие юбки, белье из-под пояса брюк, соблазнительные топы, кружево и абстрактные узоры, бахрома и блестящие платья будут фаворитами в летних образах и останутся в топе, я уверена, еще как минимум на один сезон. В свое время тренд на юбки и брюки с заниженной линией талии держался достаточно долго, не менее чем 5 лет. И вот опять. Да, образы с подиума – это всегда некая метафора и преувеличение, но что-то однозначно похожее по духу и стилю уже активно внедряется в жизнь. Джинсы, юбки, брюки с низкой посадкой, которые были так популярны в нулевые, этой весной в фаворитах не только на модной сцене. Тренд напористо вытесняет из нашего гардероба официозный и строгий деловой стиль. Что ж тут скажешь, друзья? Пока не поздно, начинаем активно готовиться к лету и с помощью спорта, диеты и других, только нам известных уловок, приводим в порядок фигуру, чтобы смело показать идеальную талию и живот. С нулевыми в сезоне 2022 экспериментируют многие популярные бренды. Для вдохновения советую присмотреться к модным коллекциям от Dolce & Gabbana, Роберто Кавалли, Том Форд, Фенди, Версаче и самому главному поклоннику трендов начала века – Блю Мари. Одежда очень сочных тонов и ткань с металлическим отливом. Это уже, наверное, стиль 80-х, 90-х, а может и 2000-х одновременно, когда много, ярко, агрессивно, всего побольше и можно без хлеба. Здесь даже не плавно вытекает, а скорее врывается в лидеры еще один тренд на теплый сезон. Одежда из тканей, словно выкрашенных маркерами неоновых цветов. Образы получаются с огоньком – это факт. Только составляя модный ансамбль, обязательно убедитесь, что цвет вырви глаз вам точно идет. Платья, юбки, рубашки и брюки, плащи и легкие весенние пальто, сумки и обувь. В сочном, но уже не в таком шокирующем тоне, например, от сладкого апельсина до лимона с кислинкой, вы, друзья, найдете в линейке под маркой Christian Dior. Дома моды Tom Ford и Versace настоятельно рекомендуют для позитивного настроения выбирать одежду с металлическим блеском. Она будет вполне уместна вечером, в городе после работы или на курорте. В общем, везде, где можно и нужно блистать. Купальники. Прекрасная вещь, тем более если в планах отправиться на курорт. Там это просто необходимо. Но весь фокус в том, что купальники вполне, кстати, приличные и не слишком откровенные модели демонстрировали не в рамках показов пляжных коллекций, а как повседневную одежду. То есть ту, которую по задумке дизайнеров брендов Moschino, Chanel, Изабель Маран, Майкл Корс мы с вами будем носить вот прям куда бы мы ни шли. Я даже не знаю, друзья, куда я могу так пойти, да и зачем. Вырезы и разрезы. Теперь они появляются порой в самых неожиданных местах. На талии, под грудью, на спине и даже на коленках. Если у вас есть хорошая пара ножниц, то вырезы можно сделать на чем угодно, начиная с платья, топа и заканчивая спортивными комбинезонами. Не менее актуален высокий разрез.
порой весьма экстремальный, смело оголяющий ноги при ходьбе. Кстати, подобный прием дизайнеры решили использовать не только в длинных платьях, но и в достаточно коротких юбках. Модные образы с подиума дружно твердят: «Мы хотим показать себя миру во всей своей природной красе». Действительно, это вам не какой-нибудь оверсайз, в который можно спрятаться, как в кокон. Часть модных нарядов таят в себе и скрытую чувственность, и внутренний аристократизм. Модная верхняя одежда. Среди трендов на весну я отмечу куртку анорак. Отличная вещь для прохладных летних денечков. Сочетать практичную и удобную одежду мы будем не только со спортивными предметами гардероба, но и с традиционно женственными вещами, босоножками на каблуках и мини-юбками. Не меньшую популярность в весенне-летнем сезоне именитые бренды пророчат цветным ветровкам. Тонкие, легкие, яркие, они прекрасно заменят куртку или жакет и хорошо смотрятся в многослойных ансамблях. Старая добрая кожанка. У Prada и Bleu Marie модные куртки сшиты из искусственно потертой кожи и выглядят как винтажные. Похожие варианты нам можно попробовать поискать в дальних уголках семейного гардероба. В коллекции модного дома Tod's есть всеми любимая и вполне универсальная куртка-косуха, а также кожанка с защитными вставками на плечах, как у мотоциклистов. У этой модели слегка объемный силуэт, как будто ее одолжили у старшего брата. Бюстгальтеры вместо футболок и топов. Еще одна из новомодных тенденций, ставшая символом раскрепощенности, сексуальности, женственности. Скажем так, экономия ткани, а значит в конечном итоге сохранение окружающей среды на лицо, а точнее на грудь. Если уж мы давно сказали уверенно «да» укороченному топу, то почему бы бюстгальтеру сегодня нужно говорить «нет». Но я все же не стала бы рекомендовать откровенный топ вместо блузки или футболки красоткам с фигурой яблока и всем, чья кожа в районе животика не настолько подтянута и эластична, как у девушек на фото. Модный деним. В сезоне 2022 дизайнеры аккуратно, но очень настойчиво возрождают тренд на джинсовые комплекты, предлагая не только брючные варианты с заниженной талией, но и очаровательные топы-бабочки, интересные по конструкции жакеты и даже роскошные сапоги, к примеру, под маркой Dolce & Gabbana. Радует, что помимо привычных синих оттенков, в теплом сезоне мы обязательно увидим как темный черно-графитовый с контрастной строчкой, так и светлый, словно выбеленный деним, да еще и с вышивкой или цветным дополнением в технике пэтчворк. Интересные решения найдем у Max Mara, Tod's, Etro, Bleu Marie. Креативный директор бренда Coach сделал ставку в весенней коллекции на практичность и комфорт, уделяя как можно больше внимания универсальности в модных ансамблях. Вот и отлично, такой стиль без заморочек тоже имеет место быть. Брюки карго. Они стали еще одной отсылкой к моде нулевых. Весной и летом 2022 мы будем носить не только брюки, но и бриджи, шорты и даже юбки с объемными накладными карманами. Но брюки все же в приоритете. В этом уверены у Bleu Marie, Tom Ford, Brunello Cucinelli. Камуфляжные модели от Dolce & Gabbana или укороченный фасон под маркой Эрмана Шервина вызывают ассоциации с яркими модницами из 2000-х или, возможно, из 90-х. Модные бриджи. Это, на мой взгляд, пожалуй, один из самых неоднозначных трендов. Ведь бриджи зрительно как бы урезают наш рост, нарушают пропорции фигуры и поэтому подойдут далеко не всем. Так что с осторожностью отнесемся к выбору модной обновки. Впрочем, с приходом теплых весенних дней наши модницы уже вовсю с удовольствием выгуливают брюки длиной чуть ниже колена, комбинируя с разной одеждой. К слову сказать, Virginia Viard предложила эффектный тандем – бриджи плюс юбка. Модная бахрома. В том или ином виде она кочует из сезона в сезон и, кажется, совершенно не планирует никуда уходить. Бахрома украшает и вечерние платья, и повседневные наряды. Как видите, не нулевыми едиными сегодня живет модный подиум. Во время показа весна-лето 2022 мы снова увидели торжество танцующих юбок и платьев, что определенно красиво смотрится в динамике. Особая фишка – это непривычные всем тонкие нити, а длинные ленты-хвосты, которые лишь отчасти напоминают нам бахрому. В линейке от Альберто Ферретти модный декор появился на ажурных топах, жилетах, вязаных платьях и сумках в виде длинной неспадающей лапши. У Сальваторе Феррагамо бахрома с шелковыми деликатными нитями украсила вечернюю юбку. Модные образы из коллекции Fendi
это уже скорее отсылки к трендам 20-х прошлого века. Но наряды не выглядят как откровенное ретро. Все вполне современно, эффектно, интересно и стильно. А еще очень нарядно. Да, наша женщина может позволить себе немного расслабиться и отправиться на вечеринку. Краше и кружево с ног до головы. Прошедшие презентации в рамках недель моды явно дают понять, что теперь в арсенале каждой модницы обязательно должен быть кружевной тота-лук. Тонкая полупрозрачная ткань с вышивками цветов и причудливыми узорами часто доминирует в модных коллекциях. Ажурная вязка и деликатное плетение крючком сегодня также в актуальных трендах. Поэтому, пока не поздно, запасаемся всем необходимым, открываем видеоуроки на YouTube и вяжем себе модный гардероб, создавая наряды с характерной воздушной фактурой и множеством сквозных дырочек. Делайте предпочтения в пользу костюмов, соблазнительных топов, аккуратных минималистичных платьев, выбирая как цветную пряжу, так и неярких естественных оттенков. Сегодня рукодельное творчество особенно в цене. Пайетки. Они смело шагнули из новогоднего гардероба в нашу повседневную жизнь. Довольно актуальны сейчас целые тоталуки из пайеток. К примеру, брючные костюмы. Также в моде всевозможные комбинации с рубашками, трикотажными топами и футболками, легкими весенними свитерами и свитшотами. Пастельная гамма оттенков. В противовес кричащему неону и блесткам в этом теплом сезоне будут востребованы и наряды приглушенной, словно припыленной цветовой гаммы. Деловые костюмы, платья миди, брюки в сочетании с блузами и жакетами в мягком спокойном тоне подойдут и для работы, и для вечернего рандеву. Чтобы выглядеть привлекательно, совсем не обязательно окружать себя сверкающими пайетками и стразами. Носить откровенное мини или одежду в ярких красках. Любой цвет идеален по-своему. И это здорово, что мир моды такой разнообразный. Сегодня вы предпочитаете спортивный образ, завтра деловой и строгий, а послезавтра дерзкий, смелый, отчаянный. Выбирайте модный наряд по душе и по настроению, но главное – к месту. Большое спасибо, друзья, что смотрите мои видео. В следующих выпусках обязательно будет продолжен разбор топовых трендов. Надеюсь, вы поставите лайк и черкнете пару слов в комментариях. Всем хорошего дня, здоровья и красоты, мирного неба и позитивного, яркого, солнечного настроения!